Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в секретной штаб-квартире компании Samsung в городе Москве. Сегодня покажем вам три новых смартфона. Это S22, самый маленький, это S22 Plus, вот такой вот, разные цвета доступны, а также красавчик-мужчина S22 Ultra. Смартфон со стилусом. Что к чему? Коротенечко вот про эти две модели, и в основном расскажем вам про этот аппарат. Что к чему? Обзор матовый, клевый. Поехали! Итак, сначала S22 и S22 Plus. Небольшие у нас изменения, трендовые изменения по дизайну. Смартфоны стали более квадратные. Но принципиальный момент, что начинка, что здесь, практически одинаковая. То есть фактически, если брать вот эти модели, вы выбираете только удобство хвата и диагональ экрана. Что вам больше нравится? Начинка будет везде одинаково. Флагманская, топовая, ну, за исключением разве что камер, но тем не менее работать будет одинаково быстро. Первое – это экран. Вот все спеки. Как видите, основное отличие только в диагонали. Также приятное нововведение – это стекло Corning Gorilla Glass Victus Plus. Да, правильно? Это самое-самое новое защитное стекло, которое прямо сейчас есть на рынке. Оно стоит вот здесь вот в этих смартфонах. Боковые грани армированный алюминий. Смартфон офигенно удобно лежит в руке, ну, особенно младшая модель. У нас есть большие чехлы, вот разные, на ультру, вот такие, сейчас покажем, расскажем, но, к сожалению, на младшие смартфоны чехлов нет. Интересно посмотреть, как он будет в чехле, но вот без чехла офигенно, удобно лежит в руке. Дальше у нас процессор. Традиционно два процессора, Snapdragon, а также Exynos. В России по умолчанию будет только Exynos, и тот редкий случай, когда Exynos, возможно, даже круче и приоритетнее, потому что все мы знаем те невеселые истории, которые прямо сейчас есть на рынке с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Следующий пункт — это камеры, тоже абсолютно одинаковые, что в этой модели, то это одинаковые, даже так с первого раза еще и не поймешь, где какая. Так вот, камера абсолютно одинаковая, то есть вы, повторюсь, выбираете только диагональ и удобство хвата. То есть, если вам это удобнее, начинка ровно та же самая. Камера одинаковая. Есть небольшие отличия по аккумулятору, естественно, потому что диагонали экрана разные. Этот экран расходует больше энергии, поэтому здесь чуть более емкий аккумулятор, но в итоге у вас время автономной работы получается, что здесь, ну, примерно одинаковое. И вот еще, пожалуй, важный момент – это скорость проводной зарядки. Здесь есть беспроводная зарядка, все как обычно, но проводная зарядка в этом смартфоне 45 Вт, а в младшей версии 25 Вт. Разница довольно солидная, если вам это важно, имейте в виду. Ну и, разумеется, еще есть разные приятные фишки. Это, повторимся, рамки из армированного алюминия, они глянцевые, то есть вариант у нас только такой. Задник у нас приятный матовый, а боковины только глянцевые. Но глянцевый, кстати, классно лежит в руке, прям цепляется за палец, так что, так сказать, неплохо. Есть у нас NFC, есть защита по стандарту IP68, это офигенно, традиционно и удобно. 5G поддерживается, Wi-Fi 6, а также электронная сим-карта. Сим-карт две штуки, раз и два, две физических сим-карты. Бам. USB Type-C, динамик, 3,5, естественно, нет, кнопки громкости и стереодинамики, динамики AKG. Итак, S22 Ultra. У нас доступны все 4 стандартных стоковых цвета. Сейчас объясню, что к чему. Это белый, это вот такой вот приятный, знакомый матовый зеленый, а также бургунди и черный цвет. Черный цвет, кстати, самый такой бюджетный, как мне кажется. Он самый марки. Вот смотрите, тут уже кто-то потрогал, уже отпечатки пальцев видно. Почему стоковые цвета? Потому что доступны будут 7 цветов. Это еще 3 дополнительных цвета на сайте компании Samsung. Если, так сказать, вам нужно что-то специфическое, рекомендуем подождать. Итак, самое главное, возьмем белый, да? Это стилус. Теперь у нас нет отдельной линейки Note, поэтому S22 Ultra – это по умолчанию смартфон со стилусом. Если вам стилус как-то вот вдруг это не нравится, стилус вам все равно дадут. Он будет в комплекте, и никаких там заглушек специальных для вот этого вот отверстия нет. Стилус, естественно, самый-самый современный S Pen, который прямо сейчас есть на рынке. Кстати, интересно, я достал стилус, и сразу же смартфон понял, что что-то происходит. Напишите здесь. Прям как ручкой по бумаге. Ну, точность практически идеальная. Samsung, в принципе, давно уже работает над стилусом S Pen, поэтому работает классно. Bjink сохранилась в Notes. Дальше можно посмотреть, что мы там такого написали. Что еще на корпусе? Посмотрим. Столько места. Тут можно было раз, два, три, четыре, 5 разъемов 3,5 мм сделать. Но, однако же, не сделали. Снизу 3,5 тоже нет. USB Type-C, 2 сим-карты. Здесь кнопка включения, громкость, качельки громкости и куча места. Вот прям полным-полно места, но больше ничего здесь нет. Стереодинамики AKG. Да что ж такое происходит, а?
Они живут своей жизнью, просто бэнк и падает. Значит, главное отличие, что касается внешне, помимо стилуса и помимо габаритов, это экран. Здесь у нас самый-самый экран среди всей линейки S22. Здесь экраны плоские, здесь экран изогнутый. Изогнутость, сразу скажу, минимальная. То есть вот прям она есть, скорее для какого-то функционала и для визуального такого широченного восприятия. Но никак не напрягает, то есть ложных нажатий пальцев здесь нет. Естественно, смартфон самый тяжелый из всех, 222 грамма, прям бомба, здоровенно, если мы наденем. Значит, берем чехол, и уже вот такая у вас бочка, прям здоровая. Попал с первого раза, удачно. И даже с чехлом легко достается. Раз, и два. Клево. Естественно, самые топовые спецификации. Экран здесь самый яркий из всех трех. 1000, сколько там? 500? 1700 нит. На ярком солнечном свете этот экран будет вести себя лучше всех среди вот всей линейки S22. Дальше, камера, естественно, Смотри, как четко легло. Я только сейчас обратил внимание, то есть камера немножко выпирает. Во. А с чехлом стало идеально вровень. Классно. Так вот, камера. Здесь есть камера 108 мегапикселей. Та самая фирменная камера, в принципе, которая была в прошлом году. Такой камеры в младших моделях нет. Поэтому, если вы пользуетесь смартфоном как камерафоном, часто снимаете, старшая модель, конечно, здесь выигрывает. Вот все спеки по камерам. Он снимает, говорят, классно фото и видео в темноте. Там сейчас есть специальная комната. Сейчас сходим, попробуем, да? Попробуем. Ребятки, тестовое видео. 4К, пишем 60 кадров в секунду. Красота. Камера топовая. Вот такая прекрасная инсталляция. Скоро будет обзор на сайте. Также у нас есть телеграм-канал. Денис просил сказать, ссылочка внизу. Можете зайти и подписаться. Значит, ночной режим. Давайте посмотрим. Так, как там? Magic есть какой-то? Какой-то вот ночной режим должен сам активизироваться. И должно быть хорошее качество съемки. Мы это все зальем, вы это можете скачать и посмотреть. Но интересно. Обратный свет, перепад по свету. Тоже хороший тест. Планшеты же еще есть новые. Вах. Вот такое. Какая бомба, глянь. С челкой. Короче, вот еще стилус. Да, стилус сзади цепляется. Тестовое видео по ссылке внизу. Можете скачать и посмотреть. Дальше к обзору. И что еще интересного, это оптический зум 10x, а также 100x у нас цифровой зум. В принципе, то же самое, что было в том году. Вот даже 10 отдельно. X есть у нас 1x, 3x, 10x. Это полноценный оптический зум. И прям 100x можно забабахать зум. Вот, в принципе, так это выглядит. Ну, иногда на самом деле полезно, иногда что-то где-то там можно разглядеть. Так, дальше это процессор. Повторимся, ровно тот же самый, что и в этих смартфонах. Это Exynos 2200, но Snapdragon 8 Gen 1, если вдруг вам как-то специально нужен, будет доступен в некоторых других странах. Однако здесь есть топовая конфигурация. 12 гигов оперативки и терабайт встроенной памяти. Ну и, естественно, аккумулятор. Самый емкий из всех, 5000 мАч, однако быстрая зарядка все еще 45 Вт. Это самый максимум, который прямо сейчас есть. Хотя у Xiaomi уже не первый год 120 Вт, здесь все еще 45 Вт. Зато есть реверсивная, есть беспроводная, тоже не самая быстрая, но, так сказать, все это в наличии. Ну и последний пункт, это те же самые дополнительные фишки, которые есть в этом смартфоне. Это NFC, это защита по стандарту IP68, 5G, Wi-Fi 6, а также десктопный режим DeX, и который здесь вот с этим смартфоном, ну, как-то более-менее уместно выглядит. Там ставите монитор, подключаете и, собственно, работаете. Это у вас такой, считайте, маленький компьютер. Ну и самое клевое — это выбор по цветам. Аж 7 доступных цветов. 4 стандартных стоковых цвета, которые, как мы поняли, будут доступны во всех обычных магазинах. Это вот белый цвет, это цвет бургундии, вот такой вот. Это черный цвет, ну, такой, как бы классика, но что-то как-то он прям ляпается сильно. Белый так вообще идеально. Трогаем, как было, так и осталось. А также вот зеленый цвет. В фирменном интернет-магазине компании Samsung будут доступны еще 3 цвета. Это серый, голубой и красный. Имейте в виду, если вам нравится прям голубой или красный. А теперь, ребятушки, значит, сядем поудобнее. Это цены. S22. 79 990. Это самая базовая конфигурация. Но зато топовая начинка и камеры неплохие. Имейте в виду. S22+. Раз и два. Во. Минимальная цена 94 990. Старшая версия дороже.
И S22 Ultra. Все сели удобно, так сказать, все расположились, готовы. А все уже готовы, чего уж там, сейчас везде такие цены. S22 Ultra, минимальная цена 119 990. Это 128 гигов. И чехольчик еще, желательно оригинальный, чтобы камеры встали так, как нужно. Топовая конфигурация, 12 гигов оперативки и терабайт встроенной памяти, 159 990 рублей. Еще вот такие всякие штуки есть. Как это работает? Интересно. Сейчас посмотрим. Ребятушки, ждем ваши комментарии. Все специальные ссылки внизу. Спасибо, что посмотрели. S22, S22, вот сюда, S22 Plus, а также S22 Ultra. Белый прям классный. Ну и зеленый тоже ничего. Ждем ваши комментарии. С удовольствием почитаем. Увидимся. Пока. Мы пока вот с этой штучкой поиграем, сидим. Денис, как он работает? Вот так? О. И зачем это? Ты можешь к петельке прикрепить ошейник. Ошейник? Ну, на шее носи телефон, у тебя рядом лежит и нашел. На шее телефон носить? Ты что, прикалываешься? Ребятушки, увидимся. Пока.